Здравствуйте. Грустная тема сегодня – посттравматическое стрессовое расстройство. Официальные исследования сейчас, конечно же, провести крайне сложно, практически невозможно на территории Украины, но эксперты оценивают, что до 15 миллионов украинцев нуждаются в психологической помощи, поддержке, и порядка 3-4 миллионов нуждаются в специализированном медикаментозном лечении. У пострадавших в результате военных действий Путина в Украине мы можем предположить в подавляющем большинстве посттравматическое стрессовое расстройство. ПТСР– это психическое состояние, которое развивается после переживания или наблюдения травматических событий. Определений огромное количество, симптоматики. Я сейчас хочу остановиться на нейропсихологической стороне этого вопроса и, конечно же, методах помощи. С точки зрения нейропсихологии, ПТСР сопровождается нарушением работы ключевых мозговых структур, участвующих в обработке стресса, эмоций и памяти. Это включает аномалии функционирования и взаимодействия лимбической системы, префронтальной коры и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. Со стороны лимбической системы задействовано миндалевидное тело, амигдала. Активность ее при ПТСР повышена, а значит, человек становится гиперчувствителен к стрессовым стимулам. Сейчас мы все замечаем такую тотальную раздражительность, гиперреакции, очень сильные негативные эмоции. Также активность амигдалы приводит к постоянному ощущению угрозы, даже когда, казалось бы, реальная опасность, она отсутствует. К сожалению, реальная опасность на тех людей, которые проживают на территории Украины, она присутствует всегда, и уже 3 года, и неизвестно, когда Путин наконец-то оставит Украину в покое. Далее, при посттравматическом стрессовом расстройстве что происходит с префронтальной корой головного мозга, которая отвечает за контроль над эмоциями, за рациональное принятие решений и подавление эмоций страха, реакции страха. Наблюдается снижение активности медиальной префронтальной коры, а это означает, что человеку сложно подавлять негативные воспоминания. И опять-таки крайне сложно регулировать эмоции. Вы видите, опять мы говорим об эмоциях. Со своей стороны гиппокамп, который участвует в обработке памяти, в дифференциации текущей ситуации от прошлых угроз. При ПТСР объем гиппокампа снижается, его активность снижается, что в свою очередь приводит к тому, что у человека возникают проблемы с памятью, трудности с интеграцией травматических воспоминаний, трудности с оцениванием степени опасности событий. Отдельно хочу упомянуть кортизол. Кортизол – это гормон, который вырабатывается корой надпочечников в ответ на стрессовую реакцию, на стрессовую ситуацию. Мы знаем, что при стрессе кортизол повышается. Зачем и почему? Дело в том, что природа таким образом создала наш вид, наше тело таким образом, чтобы мы могли защищаться, чтобы мы могли выжить и в случае опасности, да, и сохранить, гарантировать выживание нашего вида. При остром стрессе кортизол помогает организму справиться с ситуацией. Он словно мобилизует все ресурсы организма для быстрого реагирования на угрозу. Эта реакция известна как «бей или беги». Направлена она на выживание, на самосохранение. Кортизол обеспечивает организм энергией, подавляет неважные на данный момент функции и усиливает те системы, которые необходимы для преодоления стресса. Однако этот режим, он крайне изнашивающий для нашего тела. Мы словно мчимся или деремся на максимальной скорости, с максимальной силой, с максимальной отдачей. Вот представьте себе машину, которая несется на максимальной скорости. Ну, конечно же, очень быстро у нее, да, там ей нужно менять шины, у нее летит мотор. Или же представьте, например, бойца, да,
бокс, вот, и вот он дерется на максимальном пределе своих возможностей, конечно, он очень быстро устает, да, каких-то там 5-10 минут он уже безумно устал. Точно так же и с нашим организмом в момент повышения уровня кортизола. Таким образом, когда стресс не проходит, когда вы находитесь в ситуации пролонгированного стресса, длительного стресса, то повышенный уровень кортизол, он приводит к негативным последствиям. Об этих последствиях я уже рассказывала в предыдущих видео. Ссылка будет где-то либо в описании, либо появится сейчас. Так вот, если мы вернемся к посттравматическому стрессовому расстройству, в этом случае, как показывают исследования, кортизол снижается, однако он снижается не временно, чтобы организм восстановился, да, когда, вот, допустим, стрессовая ситуация ушла, он снижается и становится низким перманентно. И это состояние также называют адреналиновой усталостью. Почему? Надпочечники истощены и уже не в состоянии вырабатывать кортизол. А такое состояние организма характеризуется усилением тревожных и панических реакций. То есть человек с низким уровнем кортизола крайне сложно выключает стрессовые реакции. Эти реакции излишне эмоциональные. Как правило, это реакции страха, паники, гнева, раздражительности, ненависти. Таким образом, кортизол повышается при стрессе как часть нормальной адаптивной реакции организма, однако его хронически высокий уровень может быть вредным, тогда как слишком низкий уровень может свидетельствовать уже о проблемах с функцией надпочечников. Смотрите, все вот эти физиологические изменения, они ведут к 3 последствиям для нашего ментального здоровья. Первое. Во-первых, человек избыточно реагирует на стресс. Даже какие-то слабые стимулы, например, какая-то грубость, не знаю, там в транспорте или в Фейсбуке, в комментариях кто-то что-то не то написал, а человек уже воспринимает эти стимулы как какие-то угрожающие, может излишне реагировать на них. Это могут быть, например, громкие звуки, шум грозы, гром, да, а человек реагирует вспышками страха, паники. Второй момент – это нарушается работа отделов памяти, и негативные воспоминания, они словно капсулируются, застревают, и они навязчиво всплывают, провоцируя флешбеки при ПТСР, и также могут провоцировать ночные кошмары. Что не менее печально, это нарушается нейропластичность мозга. В результате всех этих изменений нарушается процесс восстановления когнитивных функций. Что такое когнитивные функции? Страдает память, мышление, процесс принятия решений, страдает адаптация, обучение. На процессы обучения очень сильно влияет, негативно влияет посттравматическое стрессовое расстройство. На речь, на мышление могут менять, на восприятие. И вот представьте на минутку, человек с посттравматическим стрессовым расстройством. Вот он там вывозит детей, мама, например, в безопасную страну, эвакуируется из оккупированной территории. И в этой стране ей нужно учить язык, адаптироваться, выходить на работу, общаться с окружающими. И вообще эмиграция – это колоссальный стресс. Вынужденная эмиграция – это очень серьезная нагрузка на ментальное здоровье. А если мы говорим о вынужденной эмиграции у человека с посттравматическим стрессовым расстройством, это караул. В подавляющем большинстве мамочки, да, вот, которые повыезжали с детками, они жалуются как раз на то, что они не в состоянии, им очень сложно учить язык, они не могут сфокусироваться, не могут сконцентрироваться, они отмечают у себя сложности с обучением, с вниманием, с адаптацией и так далее. Неудивительно совершенно. Что со всем этим делать? Методы лечения посттравматического стрессового расстройства. Сейчас говорю о методах лечения, потом поговорим о самопомощи. Во-первых, конечно же, когнитивно-поведенческая терапия, либо же когнитивно-бихевиоральная терапия, это просто перевод, терминология. То есть вам необходим КПТ-терапевт. Для чего? Почему? Когнитивно-поведенческая терапия фокусируется на переработке травматических воспоминаний.
Также методы КПТ помогают снизить гиперактивность миндалины и восстановить контроль через префронтальную кору. Второй замечательный совершенно метод десенсибилизация и переработка путем движения глаз, EDMR или же ДПТГ, позволяет интегрировать травматические воспоминания в нормальную память, снижая их эмоциональную значимость. Ну, третий метод, конечно же, фармакотерапия, антидепрессанты, транквилизаторы. Смотрите, я не говорю о том, что эти методы необходимо принимать отдельно, то есть можно комбинировать, вы можете обсудить это со своим терапевтом или психиатром. На чем отдельно хотела бы остановиться, это нейрофидбэк или нейробиоуправление. Это метод биологической обратной связи, направленный на обучение человека регулировать активность своего мозга с помощью специальных приборов. Этот метод основан на регистрации мозговой активности электроэнцефалографии или же ЭЭГ, может быть, вы слышали такой термин, и предоставлении человеку информации о работе его мозга в реальном времени. Это инновационный подход, проводится огромное количество экспериментов в данный момент времени. Мне посчастливилось работать сейчас в этой сфере в Институте нейропсихологии, в лаборатории нейропсихологии. Мы работаем как раз с нейрофидбэком. Нейрофидбэк учит человека контролировать активность мозга, например, снижая гиперактивность миндалины. И, конечно же, мои любимые методы релаксации, медитации, о которых я рассказываю, наверное, в каждом видео. Вот. Ну, отдельные видео у меня есть о том, как медитация меняет наш мозг, как вы можете самостоятельно помочь самому себе восстановить свою мозговую активность. Огромное количество исследований, позитивных результатов, сотни тысяч. Это метод научный, доказанный, и у вас есть все инструменты для того, чтобы им пользоваться. Благо YouTube. Йога, медитация и дыхательные практики активируют парасимпатическую нервную систему, нормализуя реакцию на стресс. Я хотела бы рассказать о методах психологической самопомощи при посттравматическом стрессовом расстройстве. Однако эти же методы можно применять в случае, допустим, возникновения панических атак, в случае, например, вам нужно делать какую-то презентацию, выступать перед публикой, поэтому лучше их знать, лучше уметь их делать, и вы можете помочь себе, своему ребенку, другу, коллеге в моменте почувствовать себя лучше. Так вот, мы начинаем, конечно же, с дыхательных техник. И самое важное, что нужно запомнить, это то, что про себя вы отсчитываете секунды и стараетесь делать как можно более медленный вдох. Задерживаете дыхание, как правило, от 2 до 7 секунд, в зависимости от вашего объема ваших легких, да, от ваших способностей. И далее мы выдыхаем, стараемся делать выдох дольше, чем вдох, от 6-8 секунд. Как это выглядит? Делаем вдох, допустим, минимум 4 секунды, да, а то и 6. Далее мы задерживаем дыхание и делаем медленный выдох. Смысл в том, чтобы дышать как можно медленнее. Почему? Потому что когда вы в стрессе, у вас дыхание очень учащенное, да, учащенное дыхание, учащенное, которое провоцирует учащенное сердцебиение. Когда вы форсируете себя дышать медленнее, вы успокаиваете свой пульс, вы успокаиваете свою нервную систему, вы даете сигнал вашему мозгу, что все в порядке, да, нужно успокоиться. Что очень важно, делайте это упражнение не менее 10 раз. То есть вот в моменте вы должны минимум 10 раз сделать вот такой вот вдох и выдох. Далее техники приземления, или же их еще называют заземление, они помогают справиться с флешбэками, с диссоциацией. Но мы сейчас в первую очередь говорим о посттравматическом стрессовом расстройстве, о панических атаках. Они возвращают ваше внимание к настоящему моменту. Их очень много, и в первую очередь вы должны в моменте остановиться, оглянуться вокруг и назвать 5 вещей про себя, да, можно назвать 5 вещей, которые вы видите вокруг. Укажите 4 вещи, которые вы можете коснуться. Заметьте 3 звука вокруг вас, отметьте 2 запаха
осознайте один вкус. Далее, следующая техника, да, фокусировки внимания. Например, это может быть 5 цветов. Найдите вокруг 5 красных вещей. Далее найдите вокруг 5 желтых вещей. Найдите 5 синих и так далее. Как это выглядит? В моменте флешбека я поворачиваюсь вокруг и замечаю 5, допустим, синих, не знаю, там автомобилей, небо, речка, пальто, ну, вот, что там, витрина, да. Далее, хорошо, 5 заметила, выбираю следующие 5, например, желтых или коричневых вещей, и я фокусирую свое внимание на моменте здесь и сейчас, где я нахожусь, что находится вокруг меня. Также может помочь, что за материал. Начните трогать, ощупывать вещи вокруг и вспоминать название этого материала. Допустим, вот стол из дерева, там, не знаю, платье из атласа, там, столб металлический и так далее. Про себя. Все это делается про себя, в своем сознании. Опишите, что находится вокруг для себя. Асфальт какой? Серый. Рядом какого цвета машина? Красная. В ней сидит девушка с собакой. Допустим, там собака какая? Лабрадор. Не знаю, светофор горит зеленым. Пешеходы идут. Там мужчина несет черный кожаный портфель и так далее. Следующий метод, можно сказать про себя: я нахожусь здесь и сейчас, меня зовут Оля, я в безопасности, я здесь, я не в прошлом, да, я не в этой ситуации, я там далеко от этой ситуации. Обратный отсчет может еще помочь. Допустим, там посчитали до 10, до 100, а потом считаем обратно. Можно еще напевать песню себе под нос, можно читать, попытаться вспомнить какие-то стихи и про себя, да, их рассказывать в своем сознании. Вы не должны рассказывать, говорить это все вслух. Дальше. Физическая стабилизация. Если есть такая возможность, подойдите к крану с водой и включите холодную или теплую воду, опустите руку под струю воды. Можно умыться, побрызгать на себя водой. Следующий метод. Сложили руки бабочкой и похлопывание. Раз, два, да. Левой, правой, левой, правой, левой, правой. Ритмичное похлопывание. Ну, когда, наверное, никто вас не видит. Дальше. Движение глаз. Ну, возьмем один из атрибутов, техник переработки движения глаз, и возьмем только движение глаз. Вы можете закрыть веки и начать точно так же с таким же ритмом двигать вашими зрачками под закрытыми веками. Да? Влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо. Фрэнсис Шапира, которая изобрела метод десенсибилизации движения глаз, она, в принципе, пришла к этому методу, когда была очень в большом стрессе, обдумывала какие-то очень эмоциональные для себя решения и начала вот двигать глазами и почувствовала себя легче. То есть, да, это тоже может помочь. Но давайте так, не 1-2 секунды, а должно пройти время. То есть, ну, хотя бы несколько минут. Дальше. Можно хорошо очень потянуться. Это, казалось бы, вот банальные такие вещи, да, о банальных каких-то вещах я говорю, но поверьте мне, это работает. В моменте работают все средства хороши. Потянуться, расправиться полностью руки, ноги, вот хорошо разомните мышцы шеи, покрутите головой, сожмите, разожмите кулаки, сильно упритесь пятками в пол и вот обратите внимание, как прям вот мышцы ваши все напряглись, да, то есть мы снимаем вот это напряжение с тела. Техника «Безопасное место». У меня есть видео на эту тему, точнее видео с этой техникой, но если коротко, если есть такая возможность, то сядьте, прикройте глаза и начните дышать спокойно, да, и представьте место, вот ваше такое, может быть, это даже выдуманное может быть место, а может быть, это какой-то пляж, прогулка по лесу. И представьте, что вы там в безопасности, вам там хорошо и спокойно. Попробуйте увидеть детали этого места в своем воображении. Что вас там окружает, как вам там пахнет, какие там предметы ваши любимые, может быть, какие-то звуки, запахи.
О чем также крайне важно помнить. Ключевой фактор травмы в посттравматическом стрессовом расстройстве — это потеря контроля над ситуацией. И поэтому крайне важно начать проигрывать контроль для самого себя. Как минимум поддержание распорядка дня, выполнение каких-то простых действий, например, приготовление еды, уборка. Вот это все может вернуть вам ощущение управляемости своей жизнью. Мы говорим о ПТСР, о людях, которые выехали из опасной ситуации, но при этом они не могут справиться со своим психологическим состоянием. Начните с малого, начните маленькими шагами, хотя бы, да, то есть придерживайтесь какого-то распорядка дня. Конечно же, это применимо и к тем людям, которые находятся в зоне боевых действий, да, в Украине. Это будет не лишним, понятное дело. Дальше. Контроль информации. Сократите время, проводимое за чтением новостей, особенно вечером. Очень важно подписываться только на проверенные источники, чтобы избежать дезинформации. Не перенагружайте себя дополнительными какими-то, не знаю, подкастами со всеми этими ужасающими прогнозами, новостями. Крайне важна физическая активность. Простые упражнения, такие как ходьба, растяжка, йога, все это помогает снизить уровень кортизола и улучшить настроение. Работа с телом восстанавливает чувство контроля и улучшает контакт с реальностью. Эмоциональная поддержка. Крайне важно чистить свое окружение и выбирать общение исключительно с теми людьми, которые вас поддерживают, понимают, которые вас не осуждают, которые хорошо помогают вам справиться с эмоциональным напряжением. Участвуйте в группах поддержки. Ходите, может быть, к волонтерам, знакомьтесь с волонтерами. Крайне важно, даже при ограниченном общении постарайтесь поддерживать контакт с окружающими. То есть избегайте изоляции любой ценой. Это очень важно при ПТСР. Нет, ну, конечно же, если вы не интроверт вообще, да, от природы в целом, и вы несчастливы в своей изоляции, но даже интроверты, они в своем близком кругу, у них много достаточно такой теплый круг, теплый близкий круг общения. Гигиена сна. Банальные вещи, но нужно себе напоминать. Ложиться и вставать стараться нужно в одно и то же время. Не читать новости перед сном, как я уже сказала. Лучше всего почитать книгу. Используйте релаксационные техники перед сном. Можно включить релаксацию уже когда вы ложитесь спать. Или если ночью проснулись и не можете уснуть, включите себе релаксацию. Если вы не можете заснуть, как правило, бессонница в том числе. Мы не говорим сейчас о звуках сирен, да, о ракетах, запущенных взрывов. Если вы просто не можете заснуть в тишине, то, как правило, мешают мысли. А значит, следующий метод – это ведение дневника мыслей и ведение дневника снов, если вы видите кошмары. Исследования доказывают, что регулярное записывание тревожащих вас мыслей или снов позволяет структурировать ваши переживания по этому поводу, осознать их и уменьшить интенсивность, в том числе и кошмаров. Любовь к себе и исключение самокритики. Важно помнить, что стрессовые реакции – это нормальный ответ на ненормальные обстоятельства. Практикуйте самосострадание. Мысленно обращайтесь к себе как к своему лучшему другу, как к своему ребенку, как к своей доченьке, как к своему сыночку. Практикуйте самосострадание. И я уже об этом упомянула. Устанавливайте для себя небольшие цели, какие-то ставьте себе посильные задачи, например, там, на каждый день. Там, один день выйти на прогулку, приготовить какой-то там обед для себя красивый, да, оформить его как-то красиво, чтобы аппетит поднялся, и чувство насыщения тоже придет, согласно исследованиям. Другая тема. Вот. И все это помогает преодолеть чувство беспомощности. И, конечно же, самое важное и самое трудновыполнимое для тех людей, которые находятся сейчас, которые проживают сейчас в Украине, это обеспечить безопасность и стабильность, ограничить стрессовые
факторы для себя и своих близких. Но это невозможно, к сожалению, пока Путин, пока Россия не оставит Украину в покое. Людям с посттравматическим стрессовым расстройством важно почувствовать, что они находятся в относительной безопасности, даже если ситуация вокруг нестабильна, потому что создание безопасного места, даже символического, способствует снижению тревожности. Берегите себя, Украине победы и мира на всей нашей планете Земля.